Инди-игрушка, вышедшая в далеком 2015 году, довольно давно, согласны? 5 лет, нет, 9 лет назад, очень долго мелькала у меня перед глазами, но чего-либо интересного я за ней не замечал. И вот, спокойным зимним днем, в очередной раз увидев сие чудо в магазине Стима, я, от нечего делать, решил поиграть в эту игрульку и дать этому произведению игровой индустрии свою честную, объективную оценку. Зайдя в игру, у меня не было особого понимания, как в это играть. Управление тут довольно своеобразное. Что за хуй... Оп, мы можем идти, стоять. А, он ходит за мышкой? Бля, прикольно. И такому, как я, дурачку, было сложно понять, что делать в этом дарк мире. Что? Блять, что нахуй? Как мне взять? Факел? Что факел? Как мне тебе взять факел? Как мне дверь теперь открыть? Разбирался я с этим целый час. Сложно, пиздец, игра сложная, нахуй. Ебать. Прикол. Не, я бы не догадался. В глаза и в уши сразу бросается атмосфера игры. Она давит и держит в напряжении все прохождение. И это не без помощи аудиоэффектов и музыкального сопровождения. Ой. А также за любым углом или дверью тебя может поджидать страшный зомби, который будет не прочь проломить тебе башку каким-либо подручным инструментом. Ай, бля. Пизду иди. Да иди нахуй! Все, там посиди, подумай. Не забываем про графику. Графика норм, мне все нравится, а значит good и лайк. В самом начале нам дали факел. Это очень необходимый предмет в игре. Ведь без него, в этом мраке, ты никто и звать тебя никак. Да и скорее всего, ты и 5 минут без него не протянешь. Ай, блядь! Чё, все, пизда? Ебейший, блядь. Факел встречается всего лишь один раз за всю игру, и потеряв его, ты потеряешь свою жизнь. Кстати, про жизни в игре. Их нет, но они как бы есть. Сохранения в игре работают так. Умер посреди уровня. Питер! Ой, осуждаю, сори. Начинаешь уровень заново. Перешел на другой уровень, сработало сохранение и пошел дальше огребать от мертвецов. В принципе, все, что я смог рассказать и описать, я рассказал и описал. Теперь приступим к лору игры. Его особо-то и нет, но он особо-то и есть. Короче, сюжета в этой игре как такового нет. Просто бегай, убивай, умирай. Но какие-то загадки лора все же присутствуют. В основном они берутся из свитков, которые не всегда можно заметить. Сюжет тут это второстепенная вещь, но все же. Наш главный герой, которого в начале игры мы очень долго создавали и придумывали имя. Назовите своего персонажа. Никитос. Заебись. Просыпается в какой-то заброшенной и поломанной лаборатории какого-то неизвестного и исчезнувшего мага, который, как я позже понял, по древним свиткам, занимался некромантией. Мне кажется, или не кажется, или из-за этого некрофила тут и произошла эта разруха. Все локации в этом мире — это длинные и запутанные коридоры, комнаты, за которые нужно драться и в которых не всегда находится какой-либо лут. И туалеты. То есть я дрался за сральник. Первый уровень так и называется. Лабиринты. Лабиринты. Похуй. Это сложная локация, наполненная множеством всяких ловушек и головоломок, сделанных таким образом, чтобы люди не могли получить доступ к арсеналу какого-то ополчения. Это ополчение мы, наверное, сейчас наблюдаем на экранах. Блуждая по лабиринту, я нашел какого-то челика. Я очень удивился, ведь это реально человек, и он реально не хочет меня убить. Поговорив с ним, мы узнаем то, что это фермер, отец учил его драться и так далее. Теперь у нас есть друг, Дэрил. Дэрил будет помогать нам в бою. Поможет не свихнуться с ума в этом страшном мире. Дэрил — наш друг, наш брат, наш компаньон навеки. Мы теперь уже не одни пытаемся выбраться из этого места. Победив несколько монстров вместе с Дэрилом, наши взаимоотношения стали только лучше. Я находил лут для него, а он меня защищал. Перед нами встала загадка с дверью на той стороне коридора. Думая, что это выход, мы решились разгадать эту головоломку.
Вкратце, нужно было успеть пробежать за определенное время все эти мосты, иначе они бы закрылись. Это была ошибка. Выход был в совершенно другой стороне. Второй уровень, как и всю оставшуюся игру, мы будем проходить без нашего Кентика. Он валяется в канаве. Этот левел, как и третий, продолжение первого. Те же лабиринты, но уже немножко другие лабиринты. Ничего интересного тут, кроме казарм с хорошим лутом, нет. Нихуя себе. Не, если я сейчас упаду, я буду реветь. Еще забыл сказать вам, что тут довольно интересная и простая система здоровья. Если желтая полоска ХП может восстановиться со временем, то место, которое занято красной полоской, восстановиться не может. Чтобы убрать эту красную полосочку, нужно находить довольно редкие светящиеся синим баночки, так называемые целебные сосуды. Еще есть синяя полоска, это само собой мана. Да, тут есть куда ее тратить. Я где? Можно юзать заклинания и, например, смотреть, есть ли в темноте у кого-нибудь так называемое сознание. А если в темноте у кого-нибудь есть сознание, значит там кто-то есть. Блять! Блять! Блять, блять, я не хочу заново умирать. Их также можно изучать. Тут есть ветка так называемого разума. Например, с помощью этой заклинашки я могу отбрасывать противников, что дает мне время набить им морду. Еще тут есть навыки. Ну, они просто улучшают там скорость бега, уменьшают получение урона, ну ничего интересного. На третьем уровне есть еще какой-то подуровень, что ли, не знаю. Сюда идти может и не надо, но я попробовал и довольно сильно намучился с этим скелетом. Блять. Не став делать еще попытки пробраться туда, решил пойти в другую сторону. Кое-как разобравшись со скелетами, я обнаружил перед собой огромный портал, светящимся синим цветом. Это была дверь в одну сторону. 4-й уровень. Самый сложный уровень в игре, потому что мне тут еще интенсивнее по жопе бьют. Скелеты довольно живучие, больно лупасят, но взамен дают крутой лут. Пересчитав кости, Да ёбаный в рот. Пересчитав кости, я пошел искать выход из этой преисподней. По пути наткнулся на этих мужичков в доспехах. Сначала я немного так напугался, но проверив их сознание, я удостоверился, что это просто-напросто доспехи, украшения, стильные решения оформления интерьера. Попытался добыть с них лут, но это тщетное занятие. Бросив это дело, побрел дальше. Ебать. Такое ощущение, что это кадры из какого-либо телеграм-канала. После увиденного никакие скелеты меня не напугают. В поисках заветного перехода на другой уровень я около 3 часов реального времени, может даже больше. Как выйти с этого уровня побыстрее? Бродил по этим коридорам, периодически понимая, что я хожу мимо одних и тех же комнат. В одной из таких комнат был очень недружелюбно настроенное что-то. Сражаться с этим не было смысла. Поэтому я, очнувшись, дал дёру. Да ну нахуй, я нашел выход. 5-й уровень. Перекресток. Ой, блядь, когда это закончится? Выбравшись из этого стрёмного местечка, я оказался в довольно просторной локации. Вокруг все было светло, будто надо мной мягкое, нежное небо, а не несколько тысяч тонн грубой горной породы. Везде росла трава, и я прям ощущал этот запах свежести вперемешку с вонючими живыми трупами, которые не против тебя убить. На этой же улице до меня докопался светящийся гопарь, видимо ему что-то во мне не понравилось. Спрятавшись под столом, мне пришла гениальная идея. Я же ни разу за всю игру не изучал ветку разума. Смотрите, что нашел. Теперь я могу приручать любое живое существо. Приручил вот это. Он, конечно, не заменит мне моего Дэрила, но лучше стоять на поле боя вдвоем, чем погибать одному, верно? Вместе с подручным мы находим тело Корлеана.
Как оказалось, наш персонаж с ним чем-то связан. Он чувствует какую-то связь, и перед нами становится выбор. Либо выбрать свою истинную личность, либо смириться с двойственностью в душе. Рядом лежит книга по некромантии. Нам не хватает знаний, чтобы понять написанное в ней. Зато хватает знаний, чтобы понять, что мы и есть этот Корлеан. Мы либо реинкарнация, либо перенесенная душа. Что-то одно из двух или трех. Вся разруха, которая здесь происходит, это наших рук дело. В этой же комнате я нашел странный зеленый шлем, в котором я испытываю сильное чувство тишины и изоляции. Надев его, мой подручный напал на меня. Ты чё, еблан? Пидор. Иди сюда отсюда. Что-то вообще не понял. What the fuck? Скорее всего, он потерял со мной ментальную связь. Приручив его снова, мы почапали дальше изучать мир, который я разрушил. Подручный сдох. С почестями похоронил его, так, как не смог похоронить Дэрила. Нашел нового подручного и снова отправился в путь. Мы зашли на предпоследний 6-й уровень. Сразу же нас атаковали жестяные пустышки, но я смог выйти из этой ситуации живым. В отличие от некоторых. В этом уровне я нашел очень хорошую броню, но было одно но. Этот огромный чел оказался боссом. Как я понял, он принял меня за своего, ведь у нас одинаковая броня. Какое-то унижение. Этот босс охранял эту броню в этой комнатке. Мистер Босс, прям как родители в детстве, отнес меня спать в другую комнату. В самый сложный лабиринт, блять. 7-й уровень, так называемый рынок. Броня, которую я стыбзил у большого дяди, не пропускает фатальный урон. А это значит, что я не могу умереть. Вся рыночная территория была покрыта какими-то грибами, спорами, а в ее глубине обитала вот это. Натуральная нечисть. Скорее всего, это заразившиеся ранее люди. Ну а кто же еще? Убив парочку таких, я нашел выход, но, как оказалось, его нет. Игра в раннем доступе, и это на данный момент последний уровень. Все, что остается делать, так это бегать и изучать каждый уголок этого стрёмного уровня. Подведем итоги. В целом, такого рода игры, похожие на магику, мне по душе. Левел-дизайн в этой игре довольно хорош, много деталей, мелочей. Очень хорошая проработка. Тем более, если знать, что игру разрабатывает всего 7 человек. Поставлю этому пункту 4 из 5. Почему? Потому что я могу так сделать. Ладно, просто мне не нравится тот факт, что все сундуки выглядят одинаково. Ну, ладно, пропустим эту возню. Графика. Как я сказал в самом начале ролика, мне все нравится, придраться особо не к чему. Поэтому я ставлю 5. Сюжет. По сюжету все сложно, можно было бы сделать его чуточку понятнее. А так 3 из 5. Звук. Звук в этой игре это что-то прекрасное. Сильный, пронизывающий до глубины души, иногда вызывая мурашки на теле. Он полностью передает тяжесть персонажа, его шаги, меч, бьющийся об стены. Со звуком в этой игре все прекрасно. 5 из 5. Геймплей. Самое интересное. Изначально мне не понравилось управление персонажем. Оно казалось таким, неудобным и хаотичным. Но позже, где-то к 5 уровню до меня дошло, что персонажа, как и его меч, как и управление в целом, надо чувствовать. Каждое движение мышью отвечает за то, какой взмах сделает ваш герой. С какой силой он ударит или с какой скоростью успеет убежать от врагов. Тут я точно и уверенно ставлю твердую 5. Итак, средняя оценка этой игре 4 и 5. Ну, округлим. В целом, игра стоит своих денег. В ней не получится расслабиться. Каждое сражение это дикий стресс, боязнь потерять персонажа. Мой совет, если хотите попробовать что-то необычное, новое для себя, то точно стоит сыграть в эту игру.